Ну ладно, Жек, я пошел по делам, ты остаешься за старшего. Давай, до вечера. Мальчики, девочки, всем привет! Это снова Стас. Рад приветствовать вас на новом, втором по счету видео про Chevy Tahoe из далеких 90-х. Спасибо вам большое за те просмотры, которые вы принесли моему первому видео. И сегодня мы с вами поговорим на две небольшие темы. Первая история: мы будем освежать переднюю часть машины, поменяем эмблему на решетке радиатора на новую, расскажу, как сэкономить на этом деле, и как правильно снять решетку радиатора, потому что пластик хрупкий, ему 30 лет, и надо знать пару нюансов о том, как сделать это правильно. Ну и еще мы подтвердим или опровергнем один из лайфхаков о том, как восстановить сияние хрома на бампере. Я говорю о том, что это настоящий металлический, а не хром, который сейчас на современных машинах на пластик нанесен. Так что сейчас я доеду до парковки, где нам никто не помешает, и мы приступим. Кстати, зацените мой классный зуммер невыключенных фар. О том, как его сделать, я рассказывал в одном из своих рилсов в инсте. А по сравнению с тем писком, что издает стандартный зуммер, просто небо и земля. Но все-таки мы его выключим. Так. Вот наша ковбойская тачка. Что мы сегодня будем делать? Во-первых, мы поменяем вот эту штуку. На самом деле основа от стандартной эмблемы, которую я поклеил хромированной пленкой. И сейчас мы это дело устраним. Кстати, почему она отломана и я ее заклеивал? Потому что пластиковую красивую эмблему, которая здесь была, предыдущий хозяин просто прикрутил ее на саморез прямо по центру к самой решетке. Это прям какое-то ужасное мероприятие было, на мой взгляд. Очень сильно влияло на общий вид машины. И второй момент — это хром на переднем бампере. Он весь потускневший, он ничего не отражает. Поэтому сейчас мы попробуем его немножечко освежить, привести в чувство. И первым делом будем открывать капот и смотреть, что нам необходимо для того, чтобы снять нашу решетку радиатора. Итак, вот она у нас. У нас здесь сверху раз, два и три винта, которые надо открутить. Еще один вот здесь снизу. И три защелки. Одна под каждым из подфарников и одна по центру. И все это нам надо будет отстегнуть и открутить для того, чтобы снять решетку и получить доступ к двум винтам, которые крепят эмблему. Делать это все надо очень аккуратно, потому что по звуку, я думаю, понятно, что деталь очень хрупкая, а для того, чтобы ее купить, надо будет даже на неоригинал потратить порядка 13-15 тысяч. Да нет, вру, слушай, она под 20-ку сейчас стоит, тайваньская, оригинальную не найти. С другой стороны, можно подобрать чуть более симпатичный вариант. Их было всего 3 генерации, этих решеток. Если мы говорим о Chevrolet, а не о GMC. Была первая версия, покажу ее вот здесь, с квадратными фарами. Она ставилась на самые простые комплектации. Затем была самая красивая, на мой взгляд, решетка с квадратными сотами под сдвоенную оптику. То, что стоит у меня, это уже рестайлинг 95-го года со скругленной центральной частью. Ну и плюс еще не стоит забывать о том, что есть куча всяких разных тюнинговых решений, но все они продаются на американских сайтах, и привезти их сейчас в Россию достаточно сложное дело, опять же, из-за размера и хрупкости. Поэтому максимально стараемся сохранить то, что у нас есть. Относимся ко всему с уважением, нежностью и теплом. Поставлю сейчас камеру и приступим за работу. Ну что, приступим. Потихонечку, спокойненько откручиваем верхние крепления нашей решетки. Очень удобно сложить их в вот это вот storage. Здесь у меня бокс для пары литрушек с маслом, перчаток и прочего, что может экстренно понадобиться под капотом. И как раз таки здесь есть такая удобная выемка, чтобы туда складывать винтики, которые мы откручиваем. Отсоединяем лампочки. Ага, есть. Надо надавить чуть сильнее.
И выкручиваем лампочку габарита. А теперь повторяем все то же самое в левом подфарнике. И здесь точно так же снимаем нашу лампу. Здесь они прям отскочили очень просто. Кстати, сами габариты я поставил чуть более свежие, затер, покрыл их лаком для фар, и они выглядят просто потрясающе. Отключаем габарит, и теперь мы можем отщелкивать нашу решетку. Здесь внутри, здесь и с правой стороны также есть по клипсе, которые у нас держат на себе решетку. Теперь надо понять, как их отщелкнуть. Не хотелось бы ее сломать, честно говоря. Ага, вот. Все, вопрос элементарный. Здесь есть специальная выемка, за которую надо приподнять вверх, а под ней сразу же лежит пластиковая плоскость, которую надо, наоборот, отщелкнуть вниз. И тогда она отстегивается без проблем. Походу, средняя у меня не подключена в свой разъем. Отстегнем с правой стороны и попробуем снять ее всю. Угу. Отстегнулась. Да. К сожалению, видимо, она там сломана. У нас еще два винтика есть. Здесь и здесь. Вовремя я их заметил. И один саморез сломан. Вот как раз таки можете видеть, это очередное напоминание о том, насколько хрупкий здесь пластик. Надо быть с ним максимально аккуратным. Опа. Ну что ж, готово. Наша решетка снята. Приступаем к демонтажу нашей эмблемы. Кстати, здесь у нас все довольно-таки чисто, аккуратно и опрятно. Не вижу никаких повреждений. Конечно, довольно-таки грязный радиатор. Надо бы его почистить, этот радиатор кондиционера. Вот этот большой, вот это масляный кулер. Ну а так в целом все вполне себе ничего. Пока что мне все очень нравится. Что касается эмблемы. В наших текущих условиях купить эмблему не так уж и просто, учитывая, что это не влияет никоим образом на производительность машины. Казалось бы, нет большого смысла вкидывать в нее много денег. Оригиналы продаются только в Штатах, и доставка их сюда через посредников довольно-таки сложный и затратный процесс. Покупка здесь бэушной эмблемы не найдешь ее, на разборках их нет. Пытался купить что-то под размер, но постоянно не попадаешь, там миллиметры туда-сюда, надо подтачивать, подпиливать, и, возможно, это не тот вариант, который нам нужен. Есть один вариант у продавца из Сочи, у которого я покупал зеркала, и, в принципе, можно было бы заказать, но там, насколько я помню, она стоит то ли 5, то ли 6 тысяч рублей на Авито, плюс доставка, плюс все вот это вот. Мы распечатали эмблему из чертежа на 3D принтере. Я покрасил ее в золотой, постарался сделать максимально близко к оригиналу, сделал небольшую текстуру потертости, как в оригинальной эмблеме, и покрыл все это лаком. Поэтому сейчас мы будем ее ставить. Прикручивается она, кстати, точно так же, как и стандартная деталь, металлическими такими винтами через стандартные посадочные отверстия. Ну что, я уже подобрал сюда головку для того, чтобы открутить старую эмблему. Она здесь аж на 13. Обалдеть. Запас прочности. И откручивается это все с достаточно противным звуком. Надеюсь, новая деталь прикрутится так, как надо. Опа. Вот о чем говорил. У меня есть эмблема с разборки. Она от той же самой машины, но, видимо, от другого рестайлинга. Соответственно, она не подходит по размерам, хотя по партномеру все то же самое. Очень странно. Для сравнения. Буквально миллиметры отличаются и, соответственно, уже не подходит. По посадочным все ровно то же самое, те же диаметры. Вот, поэтому все достаточно неопределенно. Теперь главное не перетянуть, потому что все-таки это продукт 3D-печати. Знаешь, что я придумал?
У меня же есть с этой стандартной детали такие же винтики, но чуть меньшего диаметра. А так как у нас здесь конус, накручу-ка я их тоже. Надо сейчас посмотреть, насколько здесь нужен ключ. И таким образом мы сейчас перестрахуемся. Вот теперь это будет надежно. Все, готово. Ну что, давай-ка взглянем, как это все получилось. Слушай, вполне себе ничего. Даже я скажу, что вполне похоже на оригинал. Осталось взглянуть, как это будет на машине. Поставим все на место. Аккуратненько. Аккуратненько. Как я уже и говорил ранее, с теплом, любовью и заботой. Не забыть ни о каких проводах, чтобы не снимать потом второй раз. Так, здесь встала. Угу. Все, по зазорам ровно. Так, главное, ничего не перетянуть. Закручиваем наши поворотнички. Почему-то собирается на все гораздо проще. Ну что, все собрали. Проверим, работает ли. Все окей. Ну что, на мой взгляд, стало уже намного лучше. Более приближено к заводскому виду. Конечно, если присматриваться, заметна текстура 3D-печати, но я не думаю, что кто-то заметит при таком беглом осмотре. По-моему, стало несколько лучше. Красота. Ну что, теперь у нас проверка лайфхака, который связан с хромированными бамперами. Сейчас попробуем перевести их в чувство при помощи металлической губки. Говорят, что если натереть их металлической губкой, она каким-то образом полирует хром, и он начинает снова блестеть как новый. Проверим. Вот такая вот обычная металлическая губка из ближайшего магазина должна нам помочь. Ну а сначала мы протрем от дорожной пыли наш бампер, чтобы было чуточку почище. И да, стоит заметить, что это действительно не вопрос грязи на хроме, а именно непосредственно вопрос его мутности и отпесоченности. И что ж, приступим. Ну-ка. Поставим камеру чуть по-другому. На всякий случай промоем еще разок. Честно говоря, пока что результата незаметно. Наверное, надо еще попробовать потереть. A few moments later. Видимо, он слишком сильно отпесочен, потому что вот здесь есть полоска, и она прям отражает. А вот вся вот эта поверхность, она уже прям сильно замотована. Ничего не происходит, поэтому, по моему опыту, этот лайфхак не рабочий. Что-то я весь взмок с этим перетиранием бампера. Лайфхак с этими металлическими губками абсолютно не рабочий. Тратить на него время не стоит. Если вы знаете какие-то более действенные способы вернуть былой лоск старому хрому, пожалуйста, поделитесь со мной в комментариях. Я буду очень признателен, потому что передний бампер еще можно восстановить и привести его в околозаводское состояние. Ну а пока что мы
Носовую часть чуть-чуть освежили, стало выглядеть чуть более приятно, чуть ближе к своему заводскому состоянию. Мне прям очень даже нравится. Плюс за последнее время я обновил подфарники и фары, перетер их, покрыл прозрачным лаком для фар, и теперь оно все прям выглядит вполне себе неплохо. Достаточно аккуратно, строго, наверное, без лишних изысков. Да, конечно, на решетке радиатора есть отслоение хрома. В стандартных для него местах они не столь еще сильные, как могли бы быть, но в целом портят общий вид от машины. И я думаю, что я бы хотел все-таки поменять эту решетку на решетку от до рестайлинга с крупными квадратными сотами и плоской центральной частью. Но это если получится найти и притащить сюда, в Россию. Если нет, будем пока кататься с ней. Ну, на самый крайний случай возьмем Тайвань. Ну что, по содержательной части, наверное, это все. Я очень рад, что удалось без последствий снять решетку радиатора, разобраться со всеми креплениями и подсказать вам, как это сделать собственноручно. У меня даже есть еще несколько классных идей на следующие ролики. Возможно, я расскажу о том, как по технической части избавиться от автобусного вот этого люфта руля. У нас нулевая позиция, она вот так вот аж болтается. Я подсмотрел у американцев в их тиктоках. Закажу одну деталь. В одном из следующих роликов расскажу. Возможно, даже закуплю их несколько для того, чтобы поделиться с вами радостью управления 400 без люфта в рулевом управлении. А, кстати, еще один совершенно небольшой момент, но очень полезный, на мой взгляд. Я оставил свою стандартную магнитолу, потому что мне нравится, как она выглядит, и это достаточно аутентично. Панель без вмешательств, мне нравится, как выглядит. А для того, чтобы слушать музыку, мне не хотелось вот всякие истории с, знаете, такими FM-трансмиттерами в прикуривателе или что-то подобное. Поэтому я на Озоне заказал вот такую прекрасную Bluetooth кассет-адаптер. Она на аккумуляторах заряжается от старого разъема micro-USB, включается, по телефону подключаюсь к ней, и она воспроизводит достаточно качественно звук на кассетную деку прямо с твоего телефона. И, кстати, качество звука даже получается лучше, чем на радиоприемнике. Поэтому, если не хотите менять свою стандартную магнитолу, советую вот такой вот выход. Ссылочку, кстати, могу оставить. Конкретно этот экземпляр могу порекомендовать, работает и не подводит. Ну что, спасибо большое за просмотр очередного моего видео. Поставьте, пожалуйста, мой лайк, поделитесь с тем, кому оно может быть интересно. И увидимся через неделю. Пока.